Сегодня Макс проснулся до рассвета и надел свои ботинки. Привет, друзья! Это Макс, ваш учитель русского языка. И в этом влоге для изучения русского я хочу вам рассказать, куда привез меня испанский караван. Но на самом деле я буду с вами разговаривать по дороге, потому что я только приехал и уже уезжаю. Сейчас объясню. Сегодня влог будет на ходу. Буду записывать влог на ходу, потому что последние дни я все делаю на ходу. Я ем на ходу. Я даже спал на ходу. Ну, не на ходу, но я стоял в аэропорту всю ночь и вообще не спал. Я нахожусь, друзья, в Испании, город Хихон. И на самом деле это то место, куда мы с моей семьей приехали пожить. Мы последний год-полтора думали, куда нам поехать пожить, и перебирали разные варианты, И в итоге, после кучи разных мыслей, разных вариантов, после того, как мы решили, потом передумали, опять решили, опять передумали. В общем, в итоге мы остановились на севере Испании, а конкретно на городе Хихон или на городе Овьедо. Здесь рядом два города на севере Испании. И вообще подробнее о том, почему Испания, как все было, какая безумная неделя у меня была, и как я оказался во Франции, и как я ночевал в аэропорту, и вообще про всю безумную неделю прошлую я подробнее расскажу в подкасте. Слушайте наш подкаст, там всегда чуть больше подробностей каких-то про меня, про мою жизнь и так далее. Вот, а сейчас раннее утро, 7 часов утра, и я спешу на железнодорожный вокзал города Хихона. Мне нужно сегодня поехать в Мадрид. Я уже был в Мадриде. Я прилетел в Мадрид, но потом я поехал в Бордо, во Францию, на автобусе. Оттуда мы с Юлей и Сабриной поехали в Овьедо, затем приехали в Хихон. Вчера мы снова съездили в Овьедо, а сегодня мне снова нужно в Мадрид. Мне нужно съездить в Мадрид одним днем. То есть это означает, что я утром сейчас еду туда, а вечером я поеду обратно. Что за сумасшедший дом? Что за сумасшедший дом? Сейчас расскажу поподробнее. Из Бразилии я прилетел в Мадрид прямым рейсом. Это было, я уже не скажу когда. У меня полная каша в голове. Но было примерно неделю назад. Это было примерно неделю назад. И у меня с собой был почти весь наш багаж. А мы где-то почти 3 года жили в Латинской Америке, и багажа было много. Часть забрала Юля, потому что Юля из Бразилии полетела... О, смотрите, здесь можно увидеть ракушку. Ракушку, потому что здесь проходит путь Сантьяго, известный паломнический путь. Так,
Мне нужен переход. Блин, туда надо идти. Известный паломнический путь, который проходит через разные маленькие города Франции, Испании, Португалии, может быть, еще каких-то стран. Так вот, и Юля, моя жена, она с Сабриной полетела в Россию, чтобы повидаться с родственниками. И из России у нее был рейс через Стамбул в Бордо. И вот в Бордо мы должны были с ней встретиться. Ну как должны были? Я ей сделал сюрприз, что я приехал в Бордо. Но у меня было видео. Можете посмотреть, как я приехал во Францию. Первый раз я был во Франции. Вот. Я просто объясняю, почему у меня было с собой много багажа. А я в Бразилию, я из Бразилии полетел с 3 чемоданами и 2 рюкзаками. Ну, 1 рюкзак и 1 гермомешок большой. Короче, много багажа, и передвигаться с ним было нереально. Было нереально поехать из Мадрида в Бордо на автобусе со всем этим багажом. Было просто нереально. Ну, что я сделал? Я решил отправить багаж, 3 чемодана, из Мадрида в Хихон, сюда. Потому что мы планировали и планируем жить здесь, в Хихоне или в Овьедо. Так вот, я нашел транспортную компанию, я даже назову ее имя, этих мудозвонов, простите, этих рукожопов. Рукожопы и мудозвоны. Вот, друзья, немножко вам такой, немножко ругательств вам от Макса. Эти рукожопы, в общем, через эту компанию inpost.es, да, через этих рукожопов я решил отправить свои 3 чемодана из Мадрида в Хихон. Я отправил. Мне понадобилось 3 часа, чтобы сделать себе сим-карту местную, чтобы, в общем, онлайн зарегистрировать свои чемоданы. И я отправил их через просто какой-то пункт отправки. И должен был получить мои чемоданы здесь, в Хихоне. Но что-то пошло не так. Фух, чуть не опоздал. Я чуть не опоздал на поезд. В Мадрид едет скоростной поезд прямо из Хихона. 4 часа 10 минут в пути в одну сторону. Затем я заберу свой багаж. И затем я поеду назад, тоже 4 часа 10 минут. Так, сейчас нужно найти мой вагон. 9-й вагон. Так, это 8-й вагон. О, мой 1-й. Мой 9-й. 9-й, но на самом деле это 1-й. 1-й вагон. Сейчас посмотрим, как выглядят поезда. О, вполне себе комфортно. Смотрите. Так, это Коче 10. Нет. Это 10-й. А 9-й должен быть здесь. Наверное. Chicos, bienvenidos a Madrid. Добро пожаловать в Мадрид. 2-й раз я уже здесь. И 2-й раз я не смогу, скорее всего, ничего посмотреть в Мадриде, кроме окраин. Дело в том, что уже через несколько часов у меня обратный поезд в Хихон. И я не уверен, что я
хочу ехать в центр, чтобы наспех что-то посмотреть. Ну и плюс я хочу забрать свой багаж, я хочу сделать это прямо сейчас, чем раньше, тем лучше. Потому что я немного беспокоюсь, багаж стоит там прямо, скажем, в торговом центре, прямо в проходе, поэтому я немного волнуюсь. Но давайте продолжим историю про рукожопов. Итак, в чем же была проблема? В чем была проблема и почему мне снова нужно было ехать в Мадрид? Я в тот раз в Мадриде приехал в пункт отправки. Пункт отправки — это просто ларек в торговом центре, где можно было отправить багаж. То есть это просто место, где, по сути, распечатывали документы, и это место заключило договор с InPost, чтобы быть как бы точкой для приема багажа, приема и отправки. Но не суть. Я приехал туда, и мне нужно было отправить 3 вот таких чемодана. Я специально посмотрел все нормы. Я мог отправить до 30 килограмм, все мои чемоданы до 23 килограмм. Все отлично. По длине, по высоте, длине и ширине мои чемоданы не должны были превышать 150 сантиметров. Я проверил все рулеткой, да, измерил все. 149 сантиметров максимум. Окей, я сдал свой багаж. Пришлось, правда, сбегать за симкой, местной испанской симкой. Пришлось минут, не знаю, 50 разбираться, как этот заказ оформить онлайн, потому что, ну, интерфейс не очень такой понятный, но я справился. Я все сделал, я отдал багаж, выдохнул, и в этот же вечер я уехал в Бордо. И уже в Бордо на следующий день я получил подтверждение, что все, ваш багаж принят. Затем багаж отправился в Мадрид, в распределительный центр. Затем багаж на следующий день отправился в Астуриас. Это провинция, где находится Хихон. Он отправился туда, и тоже все успешно. Но в какой-то момент статус поменялся на возвращение багажа обратно. Я не понял, в чем причина. Я звонил в эту компанию, в InPost, и спрашивал, в чем проблема. Они мне сказали, что мой багаж превышает 30 килограмм. Я напомню, что у меня было 3 чемодана, 3 разных посылки, каждая по 23 килограмма. То есть, ну, все нормально. Я начал объяснять оператору, что это невозможно, что я проверял все в аэропорту до 23 килограмм, все мои чемоданы 100%. Но мне ничего не ответили, и затем статус сменился, что я могу забирать свой багаж в том же месте в Мадриде, где я их отправлял. У меня, знаете, когда все это происходило, общение с оператором, я весь стал красный, я весь был злой, как сатана. Я просто был готов рвать, метать и крушить, но сделать я ничего не смог. Поэтому запланировал поездку в Мадрид. Сейчас я поеду забирать свой багаж. Я не знаю, конечно, я могу заехать минут на 40 в центр погулять, но что-то мне так не хочется. Хочется вот сделать дело и уже поехать назад, и там уже разбираться с поиском квартиры, с другими делами. В общем, не знаю, у меня нет настроения, чтобы вот гулять по Мадриду и смотреть достопримечательности. Поэтому, наверное, поеду я все-таки забирать свой багаж. Вот так вот выглядит метро в Мадриде. Очень современно, прикольно. Несколько уровней. Там верхний уровень, здесь еще.
Прикольно. Мне нужно вот сюда, Пинар де Чамартин. Спускаемся вниз на эскалаторе. И потом мне нужно будет сделать пересадку и доехать до станции Сан-Лоренсо. Так, налево. Так, а здесь налево. Ага, вот сюда. Вот. Еще ниже. Спускаемся в самый низ. Ничего себе. А где рельсы, друзья? Где рельсы? Где рельсы? Вы забыли положить рельсы. Ну что ж, я забрал свои чемоданы. Я отправил их из Мадрида в Хихон и получил их в Мадриде. Давайте посмотрим, в каком они состоянии. Так, вот это первый чемодан. Он теперь очень плохо катится, его невозможно катить. Ножки работают плохо. Ну и вот эта штука тоже теперь практически не работает. Ну и вообще он весь какой-то помятый. Вон. Что это такое? Что это такое? Господи, что с ним сделали? Второй. Та самая сумка. У меня, кстати, было видео, когда я запаковывал эти чемоданы. Но вот с этой сумкой все чуть лучше. Колесики не сломались, ее можно как-то катить. Но больше всего досталось этому чемодану. Одно колесо уже было отломано, ну, практически отломано, но было 3 колеса, когда я сдавал. Теперь нет ни одного. Вот отсюда видно мой Паккрафт. Нет, это не Паккрафт, ребята. Нет, это не Паккрафт. Паккрафт вот здесь. Здесь что-то другое. В общем, да, вот в таком состоянии он. Оп! Бум! Ну, вот эта штука работает, но, честно говоря, его уже надо выбрасывать. И сейчас я это сделаю. Выброшу этот чемодан, а все вещи переложу вот сюда. Ну, этот чемодан тоже я выброшу, но потом. Ну, и эту сумку на самом деле тоже. Хорошо, что здесь рядом есть мусорные баки, куда я смогу выбросить этот чемодан. Честно говоря, грустно. Но ладно. Все-таки это мелочи. Главное, что все здесь, все, я надеюсь, цело. И все в порядке. Ну, упаковывал я вещи хорошо, поэтому я думаю, что ничего не должно было сломаться. Ну что, все вещи я переложил из этого чемодана в этот. Вроде все влезло. Правда, этот чемодан был чуть-чуть больше, поэтому пришлось часть вещей положить в мой рюкзак. Рукожопы. Давайте еще даже пару слов. Почему рукожопы? Рука и жопа. Так мы называем людей, которые делают все через жопу. То есть делают все плохо. Другой вариант, можно сказать, у них руки растут через жопу. Нет, у них руки растут из жопы, простите. У тебя руки из жопы растут. Означает, что, ну, как бы ты плохо делаешь что-то руками. Рукожоп. Тот, который плохо делает что-то руками, у кого руки растут из жопы. Ну, вот такие, да, такой он русский язык. Ну что ж, теперь осталось только добраться до вокзала и потом еще от вокзала Хихона добраться до дома. Я решил вызвать такси. Сейчас вызову такси и поеду на такси. Я не хочу с 3 чемоданами вот так вот как-то сейчас идти здесь до метро. Поэтому, да, буду вызывать такси. 9 часов 20 минут.
когда я выходил, было 7 часов 40 минут. Безумие, сколько я провел в дороге. И у этого приключения очень эпический финал. Очень эпический финал. Почему? Потому что я сейчас стоял в очереди на вокзале и ждал такси. И вот этот единственный новый наш чемодан, который на самом деле нам дала мама Юли, за что ей большое спасибо, ну вот эта ручка была выдвинута максимально, и он, короче, свалился на чужой, свалился на чужой чемодан, и эта ручка, она погнулась, ну, практически сломалась. Сейчас ее почти невозможно вытащить. Мне кажется, друзья, что это знак. Это знак свыше, что... Друзья, вам не нужно больше ни переезжать, ни путешествовать. Так закончился мой день, так бесславно, но, по крайней мере, я выполнил этот квест. Что ж, а я с вами прощаюсь, до встречи, увидимся здесь, в Испании. Чао. Да.